В Советском Союзе развал связан непосредственно с таким явлением, как реставрация капитализма. То есть, когда как раз местные лидеры пытались стать местными царьками. Люди верили, что они станут богатыми. Но вот сейчас они уже, думаю, большинство в это не верят, хотя все еще много людей, которые считают, что они не стали богатыми только потому, что недостаточно старались. Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. А советы – это и есть люди. Настоящая демократия всегда только прямая, никакой другой нету. И хотя тема, на мой взгляд, сегодня неуютная, тем не менее я всем вам желаю уютного просмотра эфира. Здравствуйте. В 1991 году было ликвидировано наше с вами государство СССР. В Беловежской пуще в Беларуси был подписан документ о ликвидации державы. Подписи по документам поставили тогдашние лидеры советских республик: Ельцин, Кравчук, Шушкевич. Авторство формулировки «Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование» принадлежало литовцу Геннадию Бурбулису. Распад Советского Союза, кто виноват и было ли это неизбежно? Сегодня мы поговорим об этом. Мой гость, публицист, военный эксперт Борис Юлин. Здравствуйте, Борис Витальевич. Скажите, пожалуйста, СССР развалили не за один день, естественно. И когда был запущен процесс развала? Смотря о чем мы говорим. Непосредственно о самом развале, то есть вот когда пошло уже все официально сыпаться, или о том, когда возникали какие-то предпосылки к распаду. Безусловно, неофициальные, когда возникали предпосылки. Дело в том, что в любом государстве существуют центробежные тенденции и центростремительные тенденции. Если преобладают центростремительные, то государство крепнет, усиливается, становится более стабильным. Если центробежные, то постепенно идет к развалу государства. Кстати, центробежные тенденции, они даже не всегда связаны вот именно с каким-то болезненным особо развалом. Ну, например, Чехословакия развалилась на Чехию и Словакию. Достаточно, скажем так, мирно и незатейливо. В Советском Союзе развал связан непосредственно с таким явлением, как реставрация капитализма. То есть, когда как раз местные лидеры пытались стать местными царьками. Кто это? Ну, вот как раз Ельцин, Кравчук, вот, который упомянут. То есть, лидеры советских республик. Поэтому они, собственно говоря, вот этот вот развал и поддержали. Но первым документом, который показывал, по сути, уже развал Советского Союза, было не Беловежское соглашение, а решение Верховного Совета РСФСР о суверенитете РСФСР от Советского Союза. Это было сильно раньше. И именно этот день у нас отмечается сейчас как День независимости России. То есть как праздник. Беловежское соглашение, оно было уже позже. Но при этом сами основы закладывались раньше как рассуждениями, так сказать, вот постепенно, которые вводились в взаимоотношения между государством, между республиками Советского Союза со времен где-то брежневских, то есть кто кого кормит. Это вот постоянные обсуждения были в начале и в середине 80-х годов. Мол, типа, как Украина кормит Россию, как Россия кормит Среднюю Азию, Прибалтика кормит весь Советский Союз и обеспечивает электроникой и так далее и тому подобное. То есть люди не понимали, что это просто специализация регионов, которая нужна для повышения эффективности экономики. И это толком никто даже и не объяснял людям. То есть почему-то это выпало из советской пропаганды. То есть у нас вообще после косыгинских реформ очень многое стало выглядеть довольно странным. Потому что сами косыгинские реформы – это попытка поднять производительность труда в социалистическом государстве капиталистическими методами. То есть, на мой взгляд, это уже была грубая ошибка. Кроме того, у нас при Хрущеве фактически прекратилось отслеживание Комитетом государственной безопасности политической верхушки страны.
То есть запрещено было вести их разработку. Это тоже способствовало возникновению вот таких вот, ну скажем так, связей, которые мало сочетаются с советским государством. И вот когда речь пошла о том, что вот у нас начинается перестройка, мы поливаем грязью Советский Союз, объявляем Советский Союз фактически как адское создание большевиков, которые подчинили себе остальные народы, а всякие белогвардейщины, это все на счету, в том числе и местные национальные антисоветчики, они тоже оказываются поднятыми на щит. То есть это типа очень правильно. И вот у нас первый межнациональный конфликт возникает опять же еще при Советском Союзе, то есть до 1991 года, на территории Нагорного Карабаха. То есть он там продолжается и сейчас, собственно говоря. Но он начался еще до распада Советского Союза. И спровоцирован был первоначально армянскими дашнаками. А партия Дашнак Цутюн, это у нас она отличилась еще в первый раз 104 года назад, когда развязала в независимой Армении, вот после падения Российской империи, войну против Турции и проиграла ее. Потом в 2020 году снова развязали войну против Турции, снова ее проиграли. И потом остатки Армении были спасены Советским Союзом. То есть пришла уже Красная Армия, и турки пошли на отмену последних соглашений с дашнаками, и поэтому Армения хоть в каком-то виде существует. Иначе бы ее не было вообще. Но в 1990 году, опять же, популярными становятся эти самые дашнаки. А противостоят им те же самые азербайджанские мусаватисты, то есть которые были, опять же, до революции еще, и тут они снова оказываются как бы правильными людьми. И начинается вот как раз межнациональный конфликт. Потом у нас возникают проблемы в Прибалтике, в Грузии, но самая главная проблема – это вот как раз решение Верховного Совета РСФСР о том, что РСФСР имеет суверенитет по отношению к Советскому Союзу. То есть оно независимое государство. То есть с этого у нас парад суверенитетов и начинается, а 91 год, вот Беловежские соглашения, это заканчивается распад Советского Союза юридически, но при этом как? Формально государство существует до сих пор как содружество независимых государств. Мол, типа изменяется статус, но государство по-прежнему есть. Но это уже просто чистая фикция. И вот с Беловежских соглашений, по сути, у нас действительно Советский Союз официально упразднен. При этом вот как раз у нас там пытались его каким-то образом удержать, устроив вот эту вот неудачную попытку отстранения Горбачева от власти, ГКЧП. При этом это почему-то объявляется именно переворотом и так далее, хотя в нем участвовали, собственно говоря, все члены правительства, кроме самого Горбачева. То есть это была попытка именно просто снять Горбачева. Но вот она тоже не удалась. Ну, банальная борьба за власть шла, собственно говоря. За власть, но это шла борьба за власть уже тех людей, которые к власти рвались. То есть они, прикрываясь демократией, волей народа и так далее, ничего народу давать не собирались вообще. Они собирались как раз-таки у народа всю власть отнять. И для нас, например, последним этапом ликвидации Советского Союза является, пожалуй, событие все-таки 1993 года. То есть, когда Советский Союз распался, Верховный Совет РСФСР, управляя Российской Федерацией, ну, по сути, это был образец парламентской республики. Вот после переворота 1993 года, когда Ельцин отказался подчиниться решениям Верховного Совета и потом распустил его, ну, это вот как раз знаменитость любой из танков по Верховному Совету, с этого момента у нас была ликвидирована парламентская республика и установлена суперпрезидентская республика, которую мы имеем и до сих пор. То есть сама структура государства была изменена в результате банального военного переворота. Почему вот это является именно переворотом? Потому что президент не имел права распускать Верховный Совет, а вот Верховный Совет отправить президента в отставку имел право. Ну вот на тот момент. Дальше вот как раз переписали Конституцию, которая сейчас с некоторыми изменениями действует до сих пор. Вот это окончательная ликвидация наследия Советского Союза. Если бы после Сталина на трон сел другой человек, а не Хрущев, мы могли бы избежать событий 91 года? Нет. Проблема заключается не конкретно в Хрущеве, и даже не конкретно в Сталине.
Проблема заключается в том, что советское государство переставало постепенно быть советским. То есть советское государство – это которое управляется напрямую народом. Это прямая демократия. Она может быть ступенчатая, но она все равно как идет. Вот есть все дела на местах решают местные советы. Совет – это не какие-то люди, которым делегировали полномочия. Это все граждане, либо все рабочие. То есть у нас были как советы трудовых коллективов, ну, на предприятиях организованные, так и территориальные советы, которые вот по месту жительства определялись. И вот они решали все. То есть, допустим, местный совет мог решить, допустим, кто будет заниматься правоохранительной деятельностью, то есть, допустим, убрать одних милиционеров, которые не устраивают, чтобы поставили других. Определяет все проблемы, связанные с коммунальными вопросами. И даже решает такие вопросы, как то, что касается обороны страны. Например, создание Красной Армии, оно началось с решения Совета Выборгской стороны Санкт-Петербурга о формировании первых частей Красной Армии. Потом это было Совнаркомом поддержано. Но вот просто один из советов внутри города Петрограда, он принял решение о создании Красной Армии. Вот. То есть снизу вверх принимались решения. И дальше вот эти вот сами советы, они делегировали каких-то своих представителей вплоть до Центрального исполнительного комитета. А основным органом власти был съезд советов. Это была советская власть. После реформы 1936 года, когда был введен Верховный Совет, эта система оказалась несколько разорвана. Каким моментом? Что низовые советы остались все по-прежнему, но Верховный Совет избирался прямым тайным голосованием, и он уже состоял просто из делегатов, которые никак не связаны с остальными советами. То есть вот просто есть Верховный Совет. То есть уже такая более буржуазная система, ну как, она была в то время популярна в мире, считалась образцом настоящей демократии, поэтому у нас ее как-то, видно, и применили. Хотя, на мой взгляд, это было сделано зря, но это еще не особо критичный момент был. Более критичный момент был это, когда пошли хрущевские реформы, когда местные советы, по сути, тоже были лишены реальной власти. То есть постепенно на смену советам в решении всех вопросов стали приходить чиновники. То есть управленцы из трестов, из министерств и ведомств. То есть все стали решать уже они. И вот в этот момент произошло, по сути, отрыв руководства страны, то есть вот этой самой номенклатуры, которая управляет страной, от самого народа. То есть народ был лишен как таковой власти. Государство остается социалистическим, оно действует еще в интересах народа, но народ уже здесь оказывается как бы ни при чем. То есть он теперь уже не субъект, который все решает, а объект, к которому применяются вот эти вот как раз социалистическое развитие, обеспечение этих людей и так далее. Вот в этот момент, по сути, Советский Союз встал на путь собственной гибели. То есть это получается у нас конец 50-х, начало 60-х годов. То есть со времен Сталина. Ну, по сути, да. При этом первые шаги были сделаны, самые мелкие, такие робкие, еще при Сталине, а основные были сделаны после его смерти. Вот если бы другой человек пришел к власти, дело в том, что в это время уже остановить, скажем так, победу бюрократии, победу чиновников было практически невозможно. Они уже пришли к власти. Власть скрытая еще пока, не особо яркая, но вот как какой-то человек, пришедший к власти в Советском Союзе, может это ликвидировать, непонятно. То есть люди строили уже самостоятельно свою жизнь, кто-то становился ученым, кто-то становился космонавтом, кто-то становился врачом и так далее. То есть люди вроде бы нормально все жили, но они устранились, и при этом это было согласие в какой-то мере самих людей от управления государством. Это вот как раз нужно вспомнить слова Ленина о том, что да, кухарка, допустим, не умеет управлять государством, но она должна этому учиться. То есть каждый человек должен учиться управлению государством. Почему? Потому что это дело каждого. Демократия настоящая, особенно если мы говорим о коммунизме, о социализме, настоящая демократия всегда только прямая, никакой другой нету. А у нас здесь уже получилось как, что вот есть народ, он объект, к которому применяется вот это вот как раз дальнейшее социалистическое строительство. И есть субъект, это руководство государства, которое на различных уровнях, там, крупное чиновничество и так далее, которое обеспечивает социализм вот для имеющегося народа. Но оно делает это уже, скажем так,
по-своему, в рамках своего разумения. То есть складывается советская номенклатура и складывается партийная номенклатура. И в дальнейшем, когда, по сути, уже оказывается у власти кланы, то есть когда высокие посты начинают занимать дети высокопоставленных родителей и так далее, это вот как раз то, что мы наблюдаем в 70-е годы и 80-е годы. Вот если родители этих детей, они все-таки еще, хотя считали, что сами будут решать, но они делали это в интересах народа, то их дети уже делают это все в своих интересах. И дальше идет речь о реставрации капитализма для того, чтобы взять под свой прямой уже контроль средства производства. И вот реставрация капитализма, и дети уважаемых людей становятся богатыми людьми. То есть, когда человек занимает руководящие посты, допустим, в Министерстве внешней торговли, выйдя только со студенческой скамьи, это вот тот же самый наш миллиардер Прохоров, да, посмотрим по остальным, у всех какие-то вот такие вот моменты связей в карьере были. Смотрим крупных чиновников нынешних, у них тоже какие-то моменты вот такие в карьере были. То есть это идет развал Советского Союза, то есть Советский Союз в любом случае должен был быть уничтожен этими людьми. Вопросы не могли разделить это, допустим, на кучу республик, могли, допустим, на первом этапе не разделить, все равно быть разделилось потом. Но это вот как раз, когда богатые, уважаемые люди раздербанят всю страну для того, чтобы стать там полновластными правителями. И не нужна никакая помощь Америки, Запада. Помощь не нужна, мы сами себя, собственно Нет, говоря, разумеется, разорили. они используют любую помощь для того, чтобы им никто не помешал. Кроме того, им нужно было обеспечить себе международное признание. Для этого тоже нужно... Мы о наших лидерах говорим. Да. Для этого им тоже нужно было обеспечить себе международное признание. Кстати, само разрушение Советского Союза, оно идет в нарушении Хельсинских договоренностей, по которому послевоенные границы являются нерушимыми. Но здесь признали сразу. И вот... Но в любом случае, если бы мы не разваливали себя изнутри, нас бы не развалили. Ну да, но при этом какой использовался основной рычаг для развала Советского Союза и для реставрации капитализма? Всегда используется рычаг, самое главное, какой? Это считаться, кто кому чего должен, кто, так сказать, кому что принадлежит, то есть рычаг национализма. Россия для русских, или, допустим, Азербайджан, когда типа русский, чемодан, вокзал, Москва, да, это именно оно. То есть нужно людей натравить друг на друга. Показать, что из-за вот этих вот людей мы живем плохо, а сами мы жили бы шикарно. Это вот легенда такая, которая фигурировала во всех республиках, но при этом ни одна республика не стала жить шикарно. То есть все стали жить хуже. Одни немного хуже, другие сильно хуже. Но все республики Советского Союза стали жить хуже, чем жили в Советском Союзе. Но при этом эта легенда, она, в принципе, оказалась жизнеспособной и активно используется до сих пор. Хотя люди бы, казалось бы, могли бы на своем опыте увидеть уже, что национальная независимость вот этих вот республик, она на самом деле им ничего не дала. Почему в 91 году в Беловежской пуще Ельцин не сказал Кравчуку «Крым российский»? Тот пошел бы. Вот все, единоличный хозяин Украины. Почему не отдать Крым? Он не вспомнил об этом, Ельцин? Это делалось все у них как? В какой-то мере на грани фола. То есть всегда, я же говорю, есть как центростремительные, так и центробежные силы. В Советском Союзе, например, большая часть населения была против развала Советского Союза. Это показал референдум, на который, кстати, все наплевали, власть имущие, правильно? Но ведь он был. И он был за сохранение Советского Союза. Правильно? Конечно. И опираясь на народную поддержку, в принципе, какая-нибудь военная хунта или кто-нибудь из политических деятелей, который не согласен с этим, мог бы попробовать сорвать вот этот развал Советского Союза. И, возможно, даже на какое-то время попытка была бы успешной. И в этом случае к власти уже потом пришли бы другие люди. Это был бы не Кравчук, не Ельцин и не Шушкевич. Поэтому в тот момент им было наплевать на конкретно того, что они оттяпают себе. Они просто разделили по административным границам. Но почему бы себе, Россиюшке-то, Крым не забрать? А вдруг это затянет переговоры, и за это время Ельцина кто-нибудь скинет?
То есть это осознанно было, не по глупости. Это было по жадности, потому что за жадность есть своя, он хотел быть первым человеком, ну, по сути, таким царьком в России. Самой большой, кстати, из республик Советского Союза. И у него это получилось, так? А стало бы жадничать, может быть, что-нибудь сорвалось бы. А чей Крым, да ему плевать было. Дело в том, что всем этим лидерам, им на свои народы глубоко плевать. Собственно говоря, единственный, кто получил за это должное воздаяние, это, пожалуй, Шушкевич. То есть, там, когда Лукашенко пришел к власти, он Шушкевича фактически обложил, то есть поставил в состояние такой блокады своеобразной, то есть оставил жить на нищенскую пенсию. И никто ни на какую хорошо оплачиваемую работу в Беларуси Шушкевича не брал. А сколько ему лет тогда было? Ой, я не помню. Ну, не молод был. Ну, не молод. Ну, просто говорю, что он получил по заслугам. А вот Ельцин, к сожалению, Ну, да. Кравчук не получили. Хотя их вина была гораздо большая. И вот если начинать, допустим, торговаться, то это, говорю, затягивает сам процесс развала Союза. А им нужно было разводить его как можно более быстро. И поэтому... Но никто не знал, плюс, как поведет себя Горбачев. Наверняка они даже не ожидали то поведение, которое, собственно говоря, было. Что Да ладно, про Горбачева уже все в тот момент понимали. Это трусость Насколько была? это- трусость? Он абсолютно никчемушный. Он фактически был признан мировой элитой в обмен на развал Советского Союза. Но как руководитель он был абсолютно никчемушный. Собственно говоря, именно слабость, никчемность и бездарность реформ Горбачева, хотя, опять же, бездарность, они, скорее всего, были направлены конкретно на развал советской системы. Это на уже со подрыв стороны её. Запада. Нет, со стороны Горбачева. То есть у нас все реформы Горбачева, они, скажем так, если человек просто волюнтаристически, как вот Хрущев, бросается там в одну крайность, в другую крайность, да, то там что-то работает в плюс, что-то в минус, верно? У Горбачева все строго работало в минус. То есть все горбачевские реформы, которые были, начиная с госприемки, они были направлены на разрушение советской экономики. Но это же неосознанно, это по дурости. Почему по дурости? Вот мы начинаем проводить какие-то мероприятия, допустим, борьба с алкоголизмом, да? При этом вырубаются виноградники, да, то есть снижается общий уровень товарного производства. Соответственно, возрастает инфляционная нагрузка на рубль. То есть денег остается прежнее количество, товарная масса сокращается. Затем госприемка. То есть когда без роста цен на товар начинают часть товаров до 10% по некоторым направлениям отсеивать этой самой госприемкой. То есть товаров стало меньше, а денег меньше не стало. Так? Опять рост инфляционной нагрузки. Затем повышение зарплат рабочим в расчете на будущее. В дальнейшем у них, так сказать, типа стимулируют, чтобы у них в дальнейшем росла производительность труда. Денежная масса растет, товарная масса не растет. Так? Опять рост инфляционной нагрузки. Затем введение кооперативов, которые стали всюду насаждаться, да? А кооперативы это в первую очередь что давали? Это возможность перевода безналичных денег, которые служат для взаимоотношений между предприятиями, в наличные. То есть резкий рост денежной массы, опять без роста товарной массы. И в итоге товарное обеспечение рубля падает более чем вдвое за время горбачевских реформ. Скрытая инфляция, то есть когда цены зафиксированы, она выражается в тотальном дефиците. Вот тотальный дефицит искусственно создан реформами Горбачева. Искусственно создан. Он неестественным путем возник. И когда вот этот дефицит дикий возникает, у нас еще проводят дополнительно Павловскую реформу, по которому рубль, кроме всего прочего, становится еще не конвертируемой валютой. Дело в том, что рубль был конвертируемым, но нас кричали, что его нужно сделать конвертируемым, а вот он не конвертируемый. Но на самом деле у нас рубль имел как вот, это вот если взять советские банкноты, по ним очень хорошо видно. То есть были там казначейские билеты и были банковские облигации. Разный уровень обеспечения. То есть, допустим, если мы берем рублевую купюру, 3-рублевую, там, 5, то там обеспечивается всем достоянием Советского Союза. А если берем, допустим, 25 рублей там, или 100-рублевую купюру, то там обеспечивается активами Государственного банка и Алмазного фонда и так далее. То есть, ну, короче, четкое совершенное обеспечение. И вот купюры большого достоинства, их принимали даже в швейцарских банках. И вот Павловская реформа, это типа для борьбы с бандитскими деньгами и так далее. Просто взяли и
обнулили в течение 3 дней все 50 и 100-рублевые купюры. То есть их принудительно обменяли, и в этот момент рубль стал неконвертируемым. И, соответственно, все внешние отношения у нас предприятия могли вести теперь только за мировую валюту, за доллары. То есть вот такие вот шаги предпринимаются, и при этом еще постоянно раздувается антисоветская истерия при Горбачеве. То есть сначала мы будем по-другому читать Ленина, да, потом борьба с культом личности, да, Сталина, потом вообще кровавый террор большевиков, правильно? То есть там по нарастающей шло, вот по тому самому журналу «Огонек», который вы уже как-то упоминали. Да, люди получали деньги за эти статьи. Да. При этом это была откровенная ложь, то есть, можно сказать, наглая брехня. Но при этом это все равно преподносилось. То есть для этого использовалась самая популярная в стране газета «Аргументы и факты», для того, чтобы вбрасывать вот эту вот антисоветскую ложь. И в итоге Горбачев, по сути, сам привел страну к гибели, но это не ошибки и не глупость, а это именно целенаправленная политика. И он как-то это проговорился про это уже после распада Союза, что, дал интервью англичанам о том, что, первому к этому пришла его жена, и что он отнесся к этому с пониманием, что основная задача – уничтожить коммунизм. И поэтому нужно, даже если это придет к разрушению Советского Союза. И вот этим он, так сказать, и занимался. Это он сказал англичанам. Соврал или не соврал, или за этим числом все заслуги приписал. Тут можно по-разному спорить, но он это сам озвучивал. И деятельность его похожа именно на это. То есть у него не было никаких шагов сделано, ни одного, который бы укреплял советскую экономику, и ни одного шага, который бы укреплял советское государство. Он даже разоружение, когда проводил с американцами, вот это вот по ракетам средней и малой дальности, он провел его в одностороннем порядке. То есть у нас больше 1000 ракетных комплексов было уничтожено, в том числе новейшие типа АК. А американцы, они просто не стали разворачивать свои першинги в Европе, и все. Преступление против страны. Так таких преступлений там было множество. Я просто привожу отдельные примеры, которые сейчас вот в памяти всплывают. Если, допустим, нормально сейчас покопаться, то, я думаю, мы список можем увеличить, по крайней мере, раз в 10. Но картина какая идет, что вот Горбачев, он, в принципе, разваливает страну, и при этом тех людей, которые он, подхватит это знамя и до конца развалит Советский Союз, он подбирал сам. То есть, например, из Свердловска местного партийного главу Ельцина в Москву перевел и поставил во главе московского горкома именно Горбачев. То есть, по сути, он создал вот как раз следующую... все воспринимают, что Ельцин там боролся против Горбачева, да? Это постоянно преподносилось. Типа Ельцин, Горбачев уже теряет популярность, вот теперь набирает популярность Ельцин. Все его приветствуют как такого демократа, борца за Россию, да? Все казалось бы здорово. Но был момент, когда они сбросили маски. Это то самое ГКЧП. То есть, когда ГКЧП попытался отстранить Горбачева от власти, первым, кто бросился на защиту Горбачева, и весьма эффективную защиту, это был как раз Ельцин. Потому что для него было недопустимо, чтобы ГКЧП сняло Горбачева. Им нужно было, чтобы Горбачев потом, так сказать, ушел после того, как они уже развалят Союз. Это как раз вот момент, когда был шанс, что чего-то сорвут. Вот из планов развала Союза, и тогда Советский Союз просуществовал бы еще какое-то время, может быть, даже несколько десятилетий еще. А может быть, действительно был бы нормально реформирован и снова стал бы на путь построения коммунизма. Но это... Хотелось бы верить. Но для этого нужно было вернуть власть народу. И ГКЧП, например, тоже на это не пошло. Мне, черта характера, возможно, не только моя. Мне хочется найти крайнего. В моем понимании, первый крайний, это Хрущев. А в моем понимании, крайним является, по сути, советский народ, который отдал власть вот этой самой номенклатуре. А что мы должны были делать, мы, советский народ? Вот тут сложно сказать. С митингами Первое, что нужно было делать, это просто более активно участвовать в управлении государством. Не перекладывать на чьи-то плечи, не надеяться на кого-то другого, а самим постоянно участвовать в управлении государством. Помните, как мы на выборы ходили? Нам дали бумажку, такую в урну и положили. Ну так это уже период был, когда у народа власти как таковой не было, правильно? Когда я росла. Вот да. Здесь
как раз, если сейчас, допустим, вот свергнуть власть, допустим, буржуазии, отдать власть народу, то опять же, если народ будет управлять государством, у него будет власть. Если он опять снова начнет отмораживаться, пускай это вот Вася занимается, то через какое-то время не Вася даже сам, а сын Васи станет новым представителем номенклатуры, который снова захватит власть. Вот это момент, который нужно понимать людям. Если либо ими правят, либо они правят. И это касается и демократии. То есть, если народ не участвует в управлении государством, им кто-то будет править. И вряд ли... Я не представляю, как мы могли участвовать. Вот не представляю. Я росла в советское время. В это время, я уже сказал, Советский Союз уже шел по пути. А во времена Хрущева? Вот во время Хрущева на этот путь встал. Вот как раз тогда и шло отнятие власти у Советов. Но тогда партия оказалась недостаточно подготовленным, чтобы этот процесс остановить. Но токарь дядя Вася что бы мог сделать? Инициировать, допустим, собрание Совета, который примет решение, допустим, о обобщении с другими советами, с другими предприятиями и о том, чтобы изменить систему назначения чиновников в зоне действия данного Совета. Нам, им, вам, дядям Васям, нам, тетям Таням нужен лидер. Так вот, дело в том, что этих лидеров обычно все равно выдвигает снизу, из своих рядов. А у нас сейчас все ждут, когда кто-нибудь придет. Некоторые мечтают, чтобы, допустим, типа вот там восстал из гроба Сталин. Да? Нет, он ничего не сможет сделать. Почему? Потому что нужно, чтобы лидер выдвигался из масс. Сталин в свое время он выдвигался из народных масс. Он был одним из революционеров, одним из представителей народа, правильно? А сейчас, опять же, речь идет о том, что будут либо люди сами управлять своей жизнью, либо ими будут править. То есть и тогда и сейчас ничего не изменилось. И, кстати, вот момент какой. В сталинские времена, когда советы были еще сильны, любые выступления, которые возникали вот, по поводу советской власти, например, в Ленинграде, это вот знаменитая тема, связанная с этим, с Зиновьевым, там все вопросы решались исключительно агитацией. То есть приезжали агитаторы из большевиков, из видных, и вели работу с рабочими. А при Хрущеве, когда народ от власти, вот, в том числе и на низовом уровне, по сути, отстранили, там у нас произошло первый расстрел рабочего выступления Новочеркасска. Это вот как раз очень четкий показатель того, что народ вот в этот момент уже власть утратил. Но он утратил его не сразу, то есть Новочеркасск он был не сразу после прихода Хрущева. Но это тоже вещь была достаточно неизбежная. Вот при Сталине, который был жестокий, страшный, тиран, кровавый и так далее, не было расстрела подобных выступлений ни разу. То есть первый расстрел – Новочеркасск. Кто вам симпатичен из лидеров советских, из тех, кто после Сталина, соответственно, да, после Сталина были у нас в стране? Имеется в виду не из непосредственно глав государств. Да. Не, глав государств мне никто не симпатичен. Они мне все отвратительны. Андропов? Ну, извините, Андропов как раз-таки выдвинул Горбачева. То есть он занимался популистскими мерами, вот это вот там как раз уголовные дела и так далее, а с точки зрения власти народа он, пожалуй, еще дальше ушел, чем Хрущев в этом плане. Там были отдельные политические деятели, которые были сами по себе неплохи, на мой взгляд. Ну, например, Суслов, который сам вел аскетичный образ жизни, был предельно честен, то есть настоящий коммунист. Если был, допустим, не Брежнев, а он, это было бы хорошо. Если бы, допустим, был не Хрущев, а Молотов, это тоже было бы хорошо. Потому что Молотов коммунист, а Хрущев, он, по сути, троцкист. И как раз про его борьбу с культом личности очень хорошо Шолохов в свое время сказал. То есть, когда там говорите, потом подумал, при Сталине же был вот культ личности, он говорит, да, был культ, но была и личность. Вот, поэтому лидеры, они были как бы несколько более удачные, менее удачные. То есть Брежнев, допустим, был лучше, чем Хрущев, но именно лучше, чем Хрущев. Но как лидер социалистического государства он, скажем откровенно, не тянул. Мягок был. Не то, что мягок. У него не было этой цели, по сути. То есть у нас после смерти Сталина, по сути, окончательно была задвинута идея построения коммунизма. То есть у нас коммунизм приобрел формы
чисто вещественные, то есть стал измеряться на колбасу, машины и квартиры. Отсюда, кстати, вы наверняка помните эту фразу, должна быть в вашем действии широко известна. В советские годы, как любили говорить, построение коммунизма в отдельно взятой квартире. Да, да, да. Это типа того дом полная чаша. Так вот, на самом деле коммунизм, он не про уровень потребления вообще. Но об этом забыли. То есть у нас, когда Хрущев объявил, что вот у нас вот догнать нужно и перегнать Америку, сам по себе лозунг уже неправильный. Зачем ее догонять, когда это капиталистическое государство? У нас другие цели. Так вот, и там как раз, что вот уровень обеспечения советских граждан вырастет к 80-му году такого уровня, что можно будет построить коммунизм. То есть вот у нас объявили дату построения коммунизма, привязав ее к материальному производству. А коммунизм – это взаимоотношения между людьми и сама структура. То есть, вот как Ленин говорил правильно, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Советская власть – это когда действительно вся абсолютно власть принадлежит советам. А советы – это и есть люди. Это вы, я, ну просто вот все люди, которые живут, они как раз-таки вот формируют советы, это коммуны как раз есть. То есть коммуна, совет – это по сути синонимы. И определяют все стороны своей жизни. И вот если к этому добавить электрификацию, то это по сути и есть коммунизм. Но вот при Хрущеве картина изменилась. И вот когда строить коммунизм, вечно в промежуточном состоянии висеть нельзя. То есть это вот сейчас в таком состоянии, кстати, висит Китай. Между, типа, мы строим дальше коммунизм или мы идем в капитализм. То есть у них там, сейчас капитализма уже очень много, но еще не все в капитализме. И вот там, например, чем закончится для Китая, не знаю. Сейчас вот вроде у них пытаются обратно шагнуть влево. Вот. Си Цзиньпин как раз этим занимается. До этого у них шагнули вправо, в сторону капитализма. Вот долго не находиться в таком шатающем состоянии не могут. И если произойдет полная реставрация капитализма, то, я думаю, для Китая это будет большим несчастьем. А вот у нас это уже произошло. И вот когда в стране перестали строить коммунизм, то стало ясно, что раз мы не строим коммунизм, то мы неизбежно обратно скатимся в капитализм. Помните, как молодежь реагировала хорошо, когда развалился Советский Союз? И молодежь, и старшее поколение много народу реагировало. Они, во-первых, как верили в байки про то, что они теперь могут стать богатыми. То есть им сказали, что про капитализм можно стать богатыми. Но забыли сказать, что богатых всегда будет ничтожный процент. И для того, чтобы был хотя бы один богатый, нужны 1000 бедных. Ну, иначе зачем богатство? Богатство нужно для того, чтобы своими деньгами править другими людьми. Правильно? То есть богатство – это власть. Власть денег. Какая власть денег без бедных? Поэтому ясно было, что нужно загнать в нищету людей. И вот, но люди верили, что они станут богатыми. Но вот сейчас они уже, думаю, большинство в это не верят. Хотя все еще много людей, которые считают, что они не стали богатыми только потому, что недостаточно старались. Это тоже один из обманов, так называемая американская мечта. А так я помню, даже анекдот такой был, популярный в годы перестройки. Его даже Задорнов озвучивал. Революция. В подвале сидит, так сказать, ну, укрывшись от выстрелов и так далее, внучка декабриста. Вот слышит, там что-то кричат люди и так далее, отправляет свою служанку спросить, мол, Марфа, сбегай на улицу, узнай, что происходит. Ну, она выбегает, возвращается. Ой, говорит, госпожа, там революция и так далее. Он говорит, о, да, мой дедушка об этом мечтал, так здорово. Говорит, а сбегай еще раз, спроси, чего они требуют? Но Марфа опять убегает, возвращается, говорит, барыня, они требуют, чтобы не было богатых. Говорит, да, говорит, а мой дед хотел, чтобы не было бедных. Так вот, дело в том, что если есть богатые, бедные будут обязательно. То есть для того, чтобы не было бедных, нужно, чтобы не было богатых. Иначе невозможно. Это вот люди тоже не понимают. Вот это вот, кстати, вот мечта разбогатеть, построить коммунизм, так называемый, в отдельно взятой квартире, это чуть ли не самые сильные антикоммунистические идеи. То есть они обманные, они не работают, но люди на них ведутся. Почему? Потому что каждый в душе чувствует себя личинкой миллионера, которая еще не раскрылась. Но вот придет какое-то счастье, он найдет чемодан с $1 миллион, он выиграет в лотерею или он создаст свой бизнес. Ну, примерно одинаковые реальности мечты.
Так вот, и вот ради этой мечты он готов поддерживать тот порядок, который существует, где существуют богатые и бедные. И при этом тот, кто их поддерживает, сам является при этом бедным. Советский строй, на ваш взгляд, это идеальный строй? А идеала не существует вообще. К нему нужно постоянно стремиться, постоянно приближаться. Но советский строй, вот если мы берем, допустим, Советский Союз 20-30-х годов, он, на мой взгляд, гораздо лучше, чем тот строй, который есть сейчас. Или который был до него. А может все вернуться на круги свои? Это зависит от людей, от народа. Революция, как Ленин говорил, делает народ. То есть здесь, как революционеры, могут лишь путь указать. А так, если народ поднимется на борьбу, он может это сделать. Если не поднимется, ну, он будет жить в рабстве. Только путем революции. А что вы подразумеваете под революцией? Стрельбу. Вот это неправильно. Последняя революция, которая произошла, кстати, социалистическая, она произошла в Непале, по-моему, в 2008 году, сейчас точно, опять же, по памяти не скажу. Ну, вот уже в 21 веке. Она была бескровная. Вообще. А вот отсутствие революции часто ведет к большой крови. Первая мировая война, например, унесла миллионы жизней людей, да, без всякой революции. То есть революции были после Первой мировой войны и в результате нее, а не перед ней, правильно? Вот это... Или Гитлер, вот, например, напал на Польшу. Это что, какая-то революция была? Поэтому я говорю, что здесь есть ошибочное представление. Революция – это кардинальные, резкие изменения в социальном устройстве или в общественной жизни, ну, смена формации. То есть, допустим, были феодалы, пришли к власти капиталисты – это революция. Она может быть кровавой, может быть бескровной. Но она должна быть именно радикальное изменение. Или, допустим, была монархия, а стала республика. Это тоже революция. И она тоже может быть кровавой, может быть бескровной. Но кровь обычно начинает литься тогда, когда те, кто против революции, пытаются любой ценой ее остановить. Если не начинают этого делать, либо были эффективно, допустим, с самого начала подавлены, то этого и не происходит. Поэтому революция – это просто кардинальные, резкие изменения. Они необходимы. А вот кровь, я говорю, она может длиться и во время революции, и без всякой революции. Поэтому вы по-прежнему, так сказать, боитесь революции? Я соглашусь с вами. Просто есть бескровные революции, есть даже революции сверху. Я соглашусь с вами, причем двумя руками. Я соглашаюсь с вами. И мне очень хочется... Это не потому, что я была тогда молодая и хороша собой. Мне очень хочется вернуться в советский строй. Мне лично. Оксане Домниковой. Вы знаете, мне тоже хочется вернуться в такую страну, где людей от чего угодно лечат бесплатно. То есть ты не должен париться, где взять кредит на лечение. То есть того же самого брехуна Солженицына, его прямо в системе ГУЛАГ, в зоне, вылечили от рака, от онкологии. Сейчас-то мало кому у нас доступно полноценное лечение от онкологии, потому что под страховку попадает либо химиотерапия, либо операция, а вторую часть ты должен оплачивать сам. И стоит это очень дорого. Так вот, вот где тебя лечат, где ты не боишься оказаться на улице без гроша и без крыши над головой, то есть этого нету. И главное, где ты можешь выбирать работу не потому, что тебе на ней платят деньги, а которые тебе нравятся. Учитывая, что в Советском Союзе большой разницы в зарплатах между различными видами деятельности не было. И ты не впадаешь в состояние истерии. Да, мне нравится, но надо. Вот сосед Ваня живет лучше, да, мы же Нет, в истерии некоторые впадали живем. в такую истерию, ну, некоторые. Но это было личное дело каждого. Да, да, То есть половина людей выбирала работу просто та, которая по душе, им нравится. да, Да. согласна. И вот это вот было реально настоящее чудо. В Советском Союзе была проблема досуга, сейчас проблемы досуга нет, почему? Потому что нет самого досуга. То есть больше 40 часов в неделю работать было, по сути, нереально. Большинство людей работало около дома, а не добиралось до работы 1,5-2 часа. Так вот, и там люди действительно могли мечтать. Я, например, когда заканчивал школу, я почему выбрал, вот, допустим, вот, путь пойти в Московский авиационный институт. Я мечтал создавать звездолеты, чтобы люди могли полететь к звездам. А в 1991 году оказалось, что это уже никому нафиг не нужно, и ни один выпускник
не получал распределения, потому что люди с высшим образованием просто не нужны. С техническим. Их было слишком много, а цели постепенно исчезли. Толковые люди не шли поступать в вузы, потому что понимали, что это не важно, можно и так заработать. То есть деньги. тогда можно было очень Многие серьезно остались без мечтать. образования из-за Или тогда можно было очень серьезно мечтать о многом, а сейчас можно и серьезно мечтать разве что о деньгах, опять же. Ельцин был предателем или просто хотел жить хорошо, или был А в чем сознательным разница? предателем. Плохиш был предателем или просто хотел жить хорошо? Вот ответ какой правильный? Я понимаю, о чем вы говорите. Они предателями становятся, потому что хотят жить хорошо, у них находится на первом месте. Горбачев. Тоже Хрущев. предатель. Он предал свое государство. Хрущев не осуществлял акт предательства, он просто, мягко говоря, вред нанес большое государству, но это не было актом предательства. А то, что делал Горбачев, то, что делал Ельцин, это действительно нарушение присяги, это акт предательства, это измена. Но со времен Хрущева у нас нельзя было вести по ним следственные действия со стороны КГБ, поэтому выявить это было невозможно. А зря. То же самое Горбачева можно было бы раньше повязать просто, посадить, и тогда, глядишь бы, Советский Союз просуществовал бы еще, например, какое-то время. А кому сажать-то было? Я говорю, тем же самым КГБшникам. Просто они не имели права вести даже разработку высших лиц государства. Вот такой момент. К какому выводу мы придем сегодня? Но я думаю, что вывод какой? Что Советский Союз пал, потому что там отошли от самой дороги строительства коммунистического общества, поэтому реставрация капитализма стала неизбежным будущим, которое могло произойти позже, раньше, но оно стало неизбежным. Так вот, чтобы избежать таких вещей, нужно сохранять власть у народа. То есть народ должен бороться за свои властные полномочия и осуществлять их. Помню, что правильная демократия – это прямая демократия, а не представительская. Более того, примеры такие есть даже в капиталистическом мире. Например, когда пытались навесить гигантские долги на Исландию, там народ взбунтовался, скинул правительство, бескровно, кстати, совершенно. И напрямую, методом народного собрания решал основные вопросы. После этого в Исландии никто ничего в средствах массовой информации не говорит, но долг они с себя скинули. Вот это как раз то, что является прямым народовластием. Вот это то, что должно быть. То есть народ должен быть не просто какой-то строчкой типа «источник власти». Он реально должен быть властью. Это даже в старину прописывалось, хотя и не соблюдалось точно так же, что глаз народа – глаз Божий. На этом поставим точку. Красиво сказали. Спасибо вам большое за интересную беседу. До свидания, дорогие зрители. Пусть живут в гармонии ваша душа, разум и тело. Я надеюсь, вам было интересно. А вам шоколад, гость дорогой, от программы, от нашей. А в шоколаде гормон радости.